И сегодня хочу вам показать свой рутинный уход на примере одной из косметик. То есть, естественно, вы можете выбирать продукты, какие вам нравятся, которые вам удобно, которые ваш косметолог вам порекомендовал. В общем, суть этого видео в том, чтобы показать правильный домашний уход. То есть, с чего мы будем начинать, какие шаги, и я это все буду комментировать на своем примере. Поэтому я надену вот такую шапочку, чтобы было удобнее. Итак, первым делом мы будем очищать нашу кожу. Для этого нам нужно взять небольшое количество воды. Берем наше моющее средство. То есть средство вы можете выбрать любое. А суть моющего средства заключается в том, чтобы очистить все излишки кожного сала, грязь, которая у нас накопилась. Если вы, допустим, спали, то остатки крема. Плюс он дополнительно подготавливает кожу к последующим манипуляциям. То есть очищение это является одним из базовых шагов для нашего ритуала на каждый день. А тем более базовый уход, он на самом деле много проблем будет решать. Итак, все тщательно мы очищаем, моем. Главное правильно подбирать косметику. Косметика должна быть подобрана по типу вашей кожи. То есть, если у вас жирная кожа, то вы выбираете косметику для жирной кожи и так далее. После того, как вы очистили кожу, промакивающими движениями мы вытираем ее. То есть кожу мы не трем, вот так вот, мы просто ее промакиваем, потому что так кожа намного быстрее освобождается от воды. Вот. Кожу промокнули. Затем следующим этапом у нас обязательно идет тонизация. Тонизация нам нужна для того, чтобы убрать остатки моющего средства, которое осталось у нас на поверхности кожи, потому что моющие средства содержат эмолленты, то есть эмолленты это компоненты, которые помогают очищать нашу кожу лучше, и некоторые эмолленты могут вызывать аллергию в дальнейшем. Поэтому тонизация обязательно нужна. Плюс тонизация дополнительно увлажняет нашу кожу. Поэтому мы обязательно этот шаг выполняем. Вот таким образом мы сделали тонизацию. Кожу протонизировали. Вот таким образом. Затем, следующим шагом мы можем использовать маску. Например, вот я использую вот такую маску с гликолевой и миндальной кислотой. То есть мы ее наносим на лицо. Чем еще эта маска хороша? Тем, что она еще может использоваться как механический скраб. Причем здесь скраб очень мелкая взвесь, то есть он не сильно будет агрессивно воздействовать на кожу. Но если у нас присутствуют воспалительные элементы на коже лица, то никакие механические скрабы использовать нельзя, потому что мы можем разнести инфекцию по всему лицу и спровоцировать появление новых воспалительных элементов. Поэтому такие скрабы очень хорошо использовать, если именно нет воспалительных элементов. Такие скрабы с мелкой взвесью, да, то есть есть скрабы с крупным таким содержимым взвесь, скажем так, а есть мелкие. Они очень хорошо подходят для удаления черных комедонов, то есть так называемых черных точек. Почему образуются черные точки? Потому что кожное сало у нас на поверхности нашей кожи, оно окисляется, то есть себум вступает в реакцию с кислородом и тем самым оно окисляется. Плюс кожное сало, которое вышло с поверхности кожи, оно притягивает грязь, частички пыли, одежды, и, соответственно, это тоже будет как фактор появления черных точек. Мы смываем этот скраб. Скраб нужно использовать минимум хотя бы раз в неделю. Частое
пользование скрабов не очень хорошо, потому что оно повреждает нашу гидролипидную мантию. То есть это липидная мантия, которая защищает и увлажняет нашу кожу. Все это дело смыли. Вот, все промакиваем полотенцем, не трем. На сухую уже подготовленную кожу мы будем наносить крем. Крем может быть подобран абсолютно разный, какой вам удобно. В моем случае я использую крем с матирующим эффектом, потому что у меня жирная кожа, и здесь присутствуют компоненты, которые будут кожу дополнительно матировать. Но сделаю небольшую поправку. Когда мы часто используем матирующие крема, ввиду того, что здесь существуют компоненты, которые подсушивают нашу кожу, например, такие цинк или другие компоненты, то мы можем просто пересушить нашу кожу и тем самым можем получить нехорошие явления, например, как высыпание, потому что кожа может отреагировать совсем другим образом. Поэтому мы используем любой крем, который вам подходит. Это может быть крем с гиалуроновой кислотой, это может быть любой крем, например, с витаминами, различными микроэлементами. Поэтому используем обязательно крема. Плюс крем, он дополнительно увлажняет наш роговой слой и тем самым препятствует появлению мелких таких морщинок. Вот. А кожа должна быть всегда увлажненная. Даже жирная кожа тоже всегда нуждается в увлажнении. Вот. После того, как мы нанесли крем, мы обязательно используем SPF защиту минимум фактор 50. Потому что если, например, вы живете в жарких странах, то использование кремов с SPF 50 защитит вашу кожу. Почему необходимо использовать SPF? Во-первых, это, скажем так, профилактика фотостарения. Это профилактика того, что ваш коллаген будет подольше сохраняться вместе с эластином. И, соответственно, это профилактика преждевременного старения. Плюс, если вы использовали какие-то, например, пилинги, например, углеколевый, либо салициловый, либо еще какой-то, который фоточувствительный к ультрафиолету, то это защитит вас от появления пигментных пятен. Поэтому SPF используем всегда и везде. Берем немного SPF. Также SPF есть разного, скажем так, калибра. SPF есть разных видов. Есть с физическим фильтром и есть с химическим фильтром. О них я уже рассказывал чуть подробнее в других видео. Поэтому берем немного SPF и разносим по всему лицу. Ну вот таким образом. Ну вот примерно такой ритуал лучше делать каждый день. Надеюсь, видео вам было полезное, вы, может быть, подчеркнули что-то новое, интересное. Я прощаюсь с вами, до новых встреч.